Приветствую вас на канале Star Life TV. В этом видео я расскажу о символике и скрытых намеках в выпуске новостей на Первом канале. После начала так называемой спецоперации в Украине представители шоу-бизнеса приостановили свою творческую деятельность. Вот уже 2 недели артисты не выпускают новые клипы. Тем не менее, символика иллюминатов все так же транслируется в массы с главных федеральных каналов. Ярким примером тому стал вечерний выпуск новостей на Первом канале от 1 марта, в котором символика использовалась предельно открыто. Вечерний выпуск программы «Время» является одной из самых просматриваемых передач в России. Даже те люди, которые практически не смотрят телевизор, включают вечерние новости, чтобы узнать, что же произошло за день в стране и в мире. Отдельным вопросом является правдивость всего показанного, ведь людям озвучивают лишь то, что им необходимо знать с точки зрения власти. Обычно ведущие новостей на Первом канале предпочитают в одежде деловой стиль. Мужчины одеваются в классический костюм, женщины же в строгое платье. Однако выпуск программы «Время» от 1 марта 2022 года, по-видимому, стал исключением. Ведущая новостей Екатерина Андреева под черный пиджак надела белую футболку с изображением огромного глаза. Глаз дает отсылку к главному символу иллюминатов – всевидящему оку. При этом внутри зрачка на футболке Андреевой было огромное красное сердце. Сердце обычно используется как символ любви. Однако, согласно пророчествам, Антихрист будет обольщать народ, прикрываясь любовью. В мультфильме «Я домашний козел 2» делался акцент на сердце, пылающем в груди у Антихриста. Таким образом, футболка Андреевой с символом всевидящего ока и сердцем дает прямую отсылку к иллюминатам. Помимо всего прочего, слева на груди ведущей можно было заметить странное красное пятно, напоминающее кровавый след от пули. Естественно, что главной темой выпуска новостей стала операция в Украине. Получается, что на фоне жутких событий, которые транслировались на экране за спиной Андреевой, красовался главный символ иллюминатов. Тем самым людям словно намекали на то, кто же ответственен за все происходящее. Подобное использование символики в новостных выпусках является далеко не первым. Так, в 2020 году, во время передачи «60 минут», ведущая Ольга Скобеева появилась в эфире в похожем наряде. На ней была надета белая футболка с изображением огромного глаза. К слову, тот выпуск посвящался конфликту между Арменией и Азербайджаном. На фоне кадров с боевыми действиями также красовался главный символ иллюминатов. Таким образом, выпуск программы «Время» от 1 марта 2022 года наглядно показывает использование символики иллюминатов в эфире главных федеральных каналов. Этим нам словно намекают, на ком в действительности лежит ответственность за все происходящее в мире. Большинство людей, к сожалению, по-прежнему ничего не замечают, предпочитая верить официальной информации одной из сторон и делиться на «за» и «против». Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки,